Всем привет, с вами Филином. В этом видео я покажу вам одну из самых красивых и необычных построек сервера ToBe2T. Я расскажу о истории ее создания, жизни и, как и всегда, неизбежном разрушении. Я также посещу ее лично, покажу то, как она выглядит на данный момент и расскажу обо всем, что с этим связано. В общем, начинаем. Но пока устали от игры на серверах с низким TPS и постоянными лагами? Не радует отсутствие частых обновлений? У меня для вас есть решение. Сегодня я хотел бы порекомендовать вам сервер AcidMine. Именно он является эталоном современного анархического Майнкрафта с частыми обновлениями и плавной игрой. Там вас ждут самые интересные и уникальные фишки, которых больше нигде нет, а также стабильный высокий онлайн и отсутствие читеров. А еще, например, совсем недавно у них было выпущено крупное обновление «Земля королей». Стань самым величественным игроком-королем анархического сервера AcidMine. Переходи по ссылке в описании и начинай играть вместе со мной. Ну а я продолжаю. Межпространственный мост, он же мост игрока Крабар-01. Это одно из самых необычных и детализированных строений сервера ToBe2T. Это база, реальное существование которой до недавнего времени оставалось под вопросом. С ней связана достаточно интересная история ее создания и еще более интересная история ее нахождения и уничтожения. В общем, присаживайтесь поудобнее, сейчас я расскажу вам обо всем по порядку. Все началось еще в 2018 году с основания новой базы в Энди ToBe2T игроками Lane и Автопия. К постройке базы они подошли основательно. Уже в самом начале Lane перенес на базу множество своих альт-аккаунтов, а также занялся дюпом ресурсов, необходимых для будущего строительства. Вскоре на базе появилась башня в стилистике города-края, построенная Автопией, и небольшая библиотека, созданная Лейном. Чуть позже к ним присоединился Джек The Ripper, строитель легендарной Space Valkyrie 3, и тоже внес свой вклад в создание базы. Он начал строить небольшое сооружение в виде облака, которое по итогу таки не было закончено до конца. С его приходом база также получила свое основное название Энтопия. В то время на базу возлагались большие планы. Была даже идея перестроить все Space Valkyrie между островами. Но в начале 2020 года был обнаружен эксплойт аутентификации. Поэтому группа решила приостановить какое-либо строительство на базе до его исправления. Вскоре эксплойт был пофикшен, но участники базы, уже растеряв весь свой прежний запал, перестали что-либо на ней делать. Так продолжалось несколько месяцев, пока к ним не присоединился игрок под ником Крабар-01. До этого Крабар уже строил некоторые свои базы в Энди, а также играл на легендарной Mewmega Base. Про нее у меня, кстати, было недавно видео. Там он планировал построить мосты, соединяющие главную гору с каналами, простирающимися за пределы базы, но из-за все того же эксплойта аутентификации Mewmega Base вскоре была найдена и загриферена. Поэтому, прибыв на базу Энтопия, он решил не забрасывать свой старый проект, а адаптировать его под новые реалии. План заключался в том, чтобы построить два космических портала неподалеку друг от друга и соединить их вместе средневековым мостом. Строение получило название Межпространственный мост. По итогу его возведение у Крабара заняло долгие 4 месяца, но результат того стоил. Давайте рассмотрим мост более детально. Пойдем снизу вверх в том же порядке, в каком он изначально и строился. Вся нижняя его часть выполнена из камня, а сами опоры фактически парят в воздухе. Внутри они не пустые, там есть балконы, множество переходов между уровнями, фермы практически всех видов и даже целые книжные залы, расположенные в их верхней части. Если выбраться наружу, то мы попадем на улицу оживленного города, по левую и правую сторону которой расположены десятки уникальных домов в средневековом стиле. Внутри они все досконально проработаны, там есть сундуки, мебель, растения и прочие декоративные предметы. Все дома соединяются между собой мостами, а также по мосту можно перейти с одной части улицы на другую. Среди всего этого сказочного многообразия проложен водный канал, по которому проплывает несколько лодок. Сам же канал соединяется с канализацией, которая простирается под всей территорией базы. Что касаемо главной фишки этого места, межпространственных порталов, то они выполнены из разноцветного стекла аж в 11 блоков шириной. Еще из интересного можно отметить, что база отнюдь не безжизненная. Там есть эндермиты, переименованные в канализационных крыс, есть загоны с курицами и свиньями. Как сюда притащили последних, я могу лишь
только догадываться. Это, вероятно, одно из самых детализированных строений сервера ToBe2T. Такого количества уникальных построек в таком небольшом, но в то же время цельном проекте я еще не встречал. Когда мост был практически перестроен на ToBe2T, Крабар скинул его сохранение своему близкому другу Тербину, и он сделал множество красивейших рендеров этого места. Крабар выложил их на Reddit, и тогда игрокам впервые стало известно про эту базу. С момента опубликования этих фото еще в сентябре 2020 года у сообщества игроков были некоторые сомнения относительно того, был ли этот мост воссоздан на ToBe2T, или же это просто постройка из одиночной игры. Но есть один подвох. Нет доказательств того, что это построено на ToBe2T. Есть скриншоты, но на них нет ни чата, ни таба, а на видео это 3D-моделька. Вот с этого сайта. Есть все основания полагать, что Крабар это не строил на ToBe2T, а только в одиночке. Но, как окажется по итогу, все сомнения были напрасны. После того, как база была построена, Крабар взял перерыв и фактически перестал что-либо на ней делать. Шло время, а с ним увеличивалась и вероятность нахождения базы. И в конце прошлого года межпространственный мост действительно был найден и по итогу загриферен. Но пойдем по порядку. Мост обнаружил игрок под ником Дуркат, состоящий в группе SBA. Тогда, в конце 2021 года, впервые за долгое время приоритетная очередь игроков стала равняться нулю. Это позволило Дуркату посвящать еще больше времени на поиски баз. А Дуркат как раз в основном только и специализировался на поиске баз других игроков. И с момента своего первого захода на сервер еще в марте 2021 года смог найти и перенести к себе в тайник более 1000 двойных сундуков с ресурсами. Я сам отчетливо помню тот период, тогда было найдено множество стэшей в Энде, в том числе и некоторые места, на которых я побывал лично. Но отсутствие длинной очереди это лишь один из нескольких факторов, позволивших в итоге найти межпространственный мост. Еще у Дурката был способ, позволявший перемещаться с огромной скоростью по уже прогруженным чанктрейлам в Энде, выискивая чужие базы. При этом его не выкидывало с сервера как других игроков, так как он не залетал в непрогруженные чанки. Вскоре этот способ поиска дал свои плоды, и Дуркат нашел уже упомянутый межпространственный мост. В момент его обнаружения ни Крабара, ни кого-либо другого из участников базы не было на сервере. Поэтому эта находка могла остаться в тайне, если бы не одно «но». Дуркат включил стрим для участников своей группы в Discord, и они могли видеть все, что происходит на экране. Одним из людей, которые тогда следили за трансляцией, был игрок под ником Solodito, что, как окажется позже, было очень не кстати, так как вскоре между участниками базы и Solodito произошел конфликт из-за того, что последний занимался взломом компьютеров других игроков, чего остальные участники группы, естественно, не одобряли. По итогу Solodito был выгнан из группы и в отместку этому слил координаты межпространственного моста игроку MStex, состоящему в группе Moonshine. Вскоре после этого Solodito и MStex полетели на базу для того, чтобы ее уничтожить. Об этом узнали участники SBA и предупредили Крабара. Крабар успел зайти на сервер и принялся скачивать мир. Он тянул время, подписывал книги, которые ему скидывали, и как только база была сохранена, он начал ее уничтожать, понимая, что лучше уж это сделает он, чем кто-то другой. Где-то я это уже видел. Но план Крабара провалился, так как вскоре его просто убили. Крабар решил не останавливаться на полпути и захотел довести дело до конца. Он связался с игроком под ником Paul Steve, одним из участников SBA, и попросил его закончить начатый гриф. Так как Paul Steve к тому моменту также успел долететь до межпространственного моста, и его аккаунт был где-то неподалеку. Paul Steve подождал, пока Solodito и MStex выйдут с сервера, и заспавнил около сотни визоров по всему мосту, тем самым значительно его загриферив. Также после этого он их все переименовал в оскорбительные надписи. Вот такая непростая история. Сразу после того, как база была уничтожена и все эти события стали публичными, я также задумался о том, что мне нужно ее посетить. Предполагаемые координаты моста у меня были уже достаточно давно, но я все никак не решался их проверить. Благо, один из моих подписчиков, игрок под ником Хинтай, слетал туда сам и скинул мне фото этого места. База действительно располагалась именно там, где я и предполагал, и это означало то, что пора собираться в дорогу. Я подготовил фейерверки, телепортировался на спавн и отправился в сторону энд-портала. Далее я попал в энд, выбрался из водного куба и установил вайпоинт на точных координатах межпространственного моста. Лететь до него было не близко, практически 400 тысяч блоков по прямой, но к концу дня я планировал уже быть на месте. Пролетев так несколько тысяч блоков, я решил свернуть в сторону ледяной магистрали, так как вероятность того, что кто-то летел к мосту по прямой от спавна, слишком мала. Меня просто может ждать неприятный сюрприз в виде новых еще не сгенерированных чанков уже где-то через 100 тысяч блоков. По итогу полет прошел без происшествий, и как я и планировал, к концу дня я был на месте. А вот и сам мост. Меня приятно удивило то, что он был достаточно целым, так как я думал, что степень разрушений будет гораздо больше.
лучше. Все основные его части отчетливо просматривались, а сами межпространственные порталы так вообще практически были не тронуты. По центру канала был установлен стенд с табличками побывавших тут игроков, и по всей видимости до меня тут было не особо много людей. Я не стал от них отставать и оставил также и свою табличку. Далее я приступил к сохранению территории. Я загрузил сначала мост, а потом начал облетать его окрестности. По итогу я скачал прямоугольную область шириной в несколько тысяч блоков и обнаружил там много интересного. Во-первых, 2 из 3 второстепенных построек были уничтожены. Была загриферена башня Автопии и библиотека Лейна. А вот постройка в виде облака, созданная Джикзерипой, была вообще фактически не тронута. К уже имеющимся 3 постройкам я обнаружил еще 3, о которых до этого не было известно. Это 2 острова, покрытые дерном, на одном из которых был маяк, и место для рыбалки с генератором булыжника. Также поразило то, что много где до сих пор сохранились свиньи. Летя сюда, я думал, что все они уже давно были уничтожены. В принципе, больше ничего интересного я там не обнаружил. Межпространственный мост определенно одно из самых необычных строений этого сервера. Но его история, как и история множества баз до него, подошла к концу. На этом у меня все. Не забывайте также подписываться на мой второй канал со стримами, группу ВКонтакте и Бусти. Также огромная благодарность донатерам, которые меня поддержали. Ваша помощь для меня многое значит. С вами был Филин, всем удачи, всем пока.